Мы с вами на выставке Михаила Врубеля, самого значительного, самого крупного художника рубежа XIX – начала XX века. Александр Бенуа писал: «Во Врубеле выразилось все самое красивое и самое трагическое, что было в нашей эпохе. И когда-нибудь эта эпоха будет называться эпохой Врубеля». Мы показываем Врубеля и как художника своего времени, и как художника, предопределившего, предвосхитившего будущее, как художника вне времени, или лучше, как художника на все времена. Мы рассматриваем его на этой выставке не столько с точки зрения биографии, земной судьбы художника, но мы говорим о методе мышления Врубеля. Наша выставка начинается со знаменитой картины «Царевна-лебедь». Не потому, что это известное с детства и любимое всеми нами произведение, и не потому, что в нем сходятся все линии выставки – любовь и ненависть, реальность и фантастика, а потому, прежде всего, что это произведение являет нам главную идею выставки, основополагающую идею ее концепции, идею метаморфозы. Здесь мы видим превращение этого существа из лебедя в деву, но у Врубеля будет и другое превращение – из девы в лебедя. Как писал Михаил Михайлович Алинов, идея трансформации пластических метаморфоз – основополагающая идея врубелевского творчества. Действительно, у него ни один мотив не заканчивается в рамках одного произведения. Он развивается, реинкарнируется, образуется лейтмотив, и вся система художественная Врубеля – это система лейтмотивов. Вот это и есть настоящая судьба Врубеля. Об этом наша выставка. Даже сегодняшнее восприятие этого произведения, устоявшееся, распространенное, на самом деле не совсем правильно, не совсем точно и чересчур прямолинейно, я бы сказала. Мы привыкли воспринимать это произведение как портрет Забеллы Врубель, жены художника, его музы, в роли царевны-лебедь в опере Римского-Корсакова «Царь-Салтан». Вот это не совсем портрет и не совсем костюм Забеллы Врубель. Это произведение написано Врубелем за полгода до того, как Римский-Корсаков завершил создание оперы. Конечно, он посылал Забелле Врубель кусочки ее партии, но оперу в целом Врубель не видел. Наоборот, Римский-Корсаков пишет Забелле Врубель: «Как там у Михаила Александровича продвигается его произведение? Очень мне интересно увидеть, что за царевна-лебедь возникает на его полотне». Так что, возможно, именно это полотно во многом способствовало созданию царевны-лебедь. В ответ Забелла спрашивает Римского-Корсакова: «А вы как видите на сцене этот образ?» Видение Римского-Корсакова очень конкретное. У вас есть 40 секунд на то, чтобы отбросить крылья, и примерно столько же времени нужно было на то, чтобы во лбу царевны-лебедь загорелась звезда. Это бутафорская театральная лебедь, а это у Врубеля это метафора превращения. Современники воспринимали это произведение не таким идеалом чистой красоты Серебряного века, как сейчас видим его мы. Наоборот, Римский-Корсаков писал о том, что лебедь – апокалипсическая птица, а другой современник Врубеля, его биограф Иванов, отмечал: не сама ли это дева Обида, которая плывет вдоль таинственных и зловещих, освещенных заходящим солнцем лесов. Первый же зал выставки – ее кульминация. Здесь происходит главное событие выставки – встреча трех демонов. Нам было очень важно показать эти три произведения как трилогию, как одно произведение длиною и ценою в жизнь.
Ведь при работе над последним произведением этого цикла, над демоном поверженным, Врубель впадает в пучину безумия и обозначается граница его жизни. Для того, чтобы показать эти произведения в одном зале, потребовалась определенная и очень сложная работа архитектора. Каждое произведение должно быть показано отдельно. Кроме того, в зале были сделаны прорывы в соседние помещения, которые позволили бы к этой трилогии привлечь и те произведения, которые на первый взгляд в нее не входят. Так чрезвычайно важен прорыв в сторону сирений, потому что именно в сиренях, по свидетельству Еремича, Врубель нашел колорит своего поверженного демона. Второй прорыв пространственный из этого зала в зал графики. Это комментарии графические к основному циклу демонов. Первый демон – демон сидящий. Он был написан Врубелем в Москве сразу после приезда, мгновенно, очень быстро, невероятно быстро. Почему? Потому что вся предварительная работа, которая предшествовала созданию этого произведения, была произведена художником уже за прошедшие 5 лет в Киеве. Впервые образ демона явился ему в 1885 году. За эти 5 лет Врубель несколько раз воплощал образ демона и в скульптуре, и в живописи. От этого киевского демона ничего не осталось, кроме воспоминаний. Но очень активно обсуждался этот демон и друзьями Врубеля, да и сам художник писал о нем много. И вот этот эпистолярный протодемон, он входит составной частью в образ демона сидящего. Киевский период проникает в структуру этого произведения. Обратите внимание, справа от фигуры демона каменистый, пламенеющий, как будто переливающийся всеми оттенками драгоценных камней сад. Вот эта каменистая, драгоценная, сверкающая поверхность, характерная для многих последующих произведений Врубеля, возникла из киевского периода, из одной работы Врубеля, из первой работы Врубеля-живописца. Еще не кончивший Академию художник был приглашен в Киев помогать профессору Адриану Прахову в реставрации киевских храмов Святой Софии и Кирилловской церкви. Врубель должен был написать рядом с сохранившимся византийским синим ангелом 3 несохранившихся, имитировать их, имитировать мозаику средствами живописи. И Врубель это сделал. Врубель не просто освоил мозаичную технику, он превзошел византийских мастеров. Отсюда, из мозаики Софии Киевской, кристаллические породы врубелевской живописи. Когда Врубель писал своего демона сидящего, он говорил, что это начало пути. Я еще напишу своего настоящего монументального демона. Этот монументальный демон, находящийся за моей спиной, ждал своего пришествия 8 лет. Не было до определенного времени ни одного рисунка, который бы предвосхищал эту работу. И вот возникает это огромное полотно. Демон возник так внезапно, потому что эта тема настолько занимала Врубеля, что могла быть активирована в любой момент. Секрет демона был раскрыт непосредственно перед этой выставкой. Обратили внимание на один из рисунков, который обычно считается эскизом к демону поверженному. И действительно, композиционно этот рисунок, хранящийся в Третьяковской галерее, демон поверженный. Но в колористическом отношении он не имеет ничего общего с поверженным. Колорит его – это монохромный, землистый колорит демона летящего. Обратили также внимание на то, что голова на этом рисунке демона вклеена, то есть Врубель менял положение головы своего персонажа. И после этого более пристально вгляделись и в летящего демона. И сейчас вы легко заметите, что голова демона летящего вписана как бы довольно странно в район плеча или груди фигуры, вне всякой связи с анатомией. А там, где должна была бы быть голова, находится
вот это искрящееся голубое и зеленое пятно. Было произведено экспресс-исследование этой картины в ультрафиолетовых лучах. Все полотно светилось одним тоном, а голова и вот это пятно другим. Это значит, что эти два фрагмента были переписаны Врубелем. Они сделаны совершенно другими красками. И тогда пришло понимание тайны этого произведения. Посмотрите, если мы возьмем демона летящего и перевернем его, получается композиция демона поверженного. То есть демон летящий является первым подходом или эскизом к демону поверженному. Но у Врубеля это распространенный прием. Пластическая идея не исчерпывается одним произведением. Она ищет нового воплощения. Происходит реинкарнация, трансформация мотива. И это основополагающий принцип мышления Врубеля. Но все же главную тайну на этой выставке раскрывает нам демон поверженный. Интересно, что Врубель писал демона поверженного в маленьком помещении, длина которого была равна длине картины. На небольшом расстоянии от полотна, соответственно, находилась электрическая лампа, которая была направлена прямо в центр произведения. Именно при этом сильном электрическом освещении Врубель писал своего демона. Именно при этом освещении он переливался всеми оттенками золота, этих разноцветных золотых порошков, которые Врубель добавил в это произведение. Когда художник закончил написание полотна, оно было перенесено на выставку. И когда демона поверженного водрузили на стену выставки, выяснилось, что он померк. Никто не понял, что произошло. На самом деле изменилось освещение. И в этом другом освещении краски, переливающиеся при направленном свете, исчезли, пропали. Врубель не понял этого, и он начал переписывать своего демона. Дальше больше. Картину перевозят на выставку в Санкт-Петербург, на выставку «Мир искусства», и каждое утро публика могла видеть, как Врубель переписывал свое творение. Опять никто не понял, что произошло. В течение дня солнце меняло свое положение, все время менялось освещение картины, и она менялась. А Врубелю казалось, что демон издевается над ним, и в результате художнику показалось, что он утратил власть над своим творением, что не он владеет своим произведением, а демон имеет мистическую власть над ним. И именно это сознание, наряду с перенапряжением сил, которое, несомненно, было, привело к тому, что художник погружается в пучину безумия. Целый зал рисунков и акварелей представляет собой комментарии к трилогии «Демон». Здесь каждый рисунок на вес золота, у каждого своя история. Есть и, собственно говоря, подготовительные рисунки. Маленькая акварель демона сидящего – единственная композиционная работа, которая подготовила сидящего демона. Есть демон карманный. По словам художника Мелиотти, Врубель доставал из кармана маленький рисунок, исполненный пером, и, сверяясь по нему, писал своего демона. Есть промежуточные демоны, которые составляют раздумья между летящим и поверженным. Так один из них мягко опустился на землю, как писал Врубель, он нежится, отдыхает, в руке его открытый меч. Есть удивительный рисунок, который бы я назвала «Демон утраченный». Когда картина «Демон поверженный» была впервые перенесена на выставку, с него была сделана фотография, которая зафиксировала первое состояние демона, того самого демона, который так нравился Врубелю, и которого Врубель затем переписал. Врубель сам раскрасил этот фотоотпечаток и подписал его. Ему было важно, чтобы мы знали, как выглядел первый вариант демона. Врубель не планировал, конечно же, что «Демон поверженный» – это последнее, по сути, его живописное произведение, что это конец его судьбы. Поэтому он продумывал дальнейшую судьбу своего демона.
так он придумал ему пару, женщину. И мы видим рисунок, который называется «Обнаженная лежащая женская фигура», где родственная демону женская фигура изображена в том же ландшафте, в котором изображается и демон, только со стороны гор. Сначала горы, поэтому женская фигура со спины, перед ней поток и павлиньи перья. На одном из рисунков, которые мы не смогли представить на этой выставке, Врубель придумал этой ногой фигуре костюм, платье, состоящее из павлиньих перьев. О том, что эта фигура действительно пара для демона, говорит и небольшой рисунок, исполненный Врубелем уже в больнице, где мы видим возлежащего демона, вполне узнаваемую эту женскую фигуру и трогательная надпись вдоль левого края «Демон волшебный». В одном из рисунков, представленных на выставке, мы можем видеть, как Врубель работал над пропорциями фигуры демона. В этом листе посередине две складки, как бы гармошка, он сложен гармошкой. Врубель опытным путем искал пропорции фигуры. Он растягивал своего демона и вновь собирал его. Он пытался найти нечеловечески выразительные пропорции фигуры при соблюдении человекоподобия. Очень важный эпизод в развитии темы демона – это иллюстрации к поэме Лермонтова «Демон». В них Врубель, собственно, как бы проводит своего демона земным путем, помещает его в различные земные ситуации. Он прорабатывает повадку демона, его походку, его привычки. Он действует, как, я бы сказала, как современный аниматор. Жизнь Врубеля – это цепь судьбоносных случайностей. Ему очень везло на встречу с потрясающими людьми. Находясь проездом из Харькова в Киев, Врубель в Москве встретил Коровина, который познакомил его с Саввой Ивановичем Мамонтовым. И Врубель больше никогда не вернулся в Киев. Он остался в Москве под покровительством, под сенью Мамонтова, этого московского Медичи, или, как его называли, Савва Великолепный. Мамонтов был чрезвычайно талантливый человек. Он сам пел, занимался керамикой, но главный талант Мамонтова, как писал не последний в его окружении человек Константин Станиславский, было открывать другие таланты. Савва Иванович Мамонтов дал Врубелю все. Свой керамический завод для реализации его экспериментов в области керамики, свой театр, в котором Врубель становится главным человеком. Врубель, благодаря Мамонтову, получил заказы на роспись московских особняков. И все, что сделано было тандемом Врубеля и Шехтеля, это главное произведение русского модерна. Они создали этот московский модерн, они его и изжили. Ничего похожего ни до, ни после не появляется в русском искусстве. И Врубелю удалось невероятную энергию Мамонтова, его талант, масштаб его личности передать в портрете, а может быть даже и его трагическую судьбу, потому что в 1999 году Мамонтов был арестован, его оправдали, но Мамонтов уже никогда не вернулся к прежнему блеску. И вот эта странная, страшная, блестящая и трагическая судьба Мамонтова, все это есть во врубелевском портрете. Мы не случайно показываем этот портрет рядом с львиными масками, потому что лепка лица Мамонтова – это звериная пластика, это энергия, взята Врубелем с масок ливийских львов. А эти маски были сделаны Врубелем как раз по заказу Мамонтова для украшения ворот его усадьбы на Садово-Самотечной. У Врубеля вот намечается этот всегда переход из одного вида искусства в другое. Не случайно всю керамику мы показываем на выставке в двух вариантах, в двух отливках. Первый лев сделан Врубелем в 1891 году, еще до начала его работы в области восстановительного обжига, а второй лев, переливающийся как раз всеми оттенками золота, это сделан уже тогда, когда Врубель овладел тайной восстановительного обжига. Это то самое разноцветное золото, которым он насытил крылья своего поверженного демона.
Самое главное событие в жизни Врубеля, которое произошло по вине Саввы Ивановича Мамонтова, его встреча со своей будущей женой, ставшей его музой, Надеждой Ивановной Забеллой. Дело было так. Мамонтов командировал Врубеля в Санкт-Петербург на постановку оперы «Гензель и Гретель», в которой Забелла пела роль Гретель. Врубель вошел в полутемный зал, услышал голос и тут же влюбился. Подойдя к сцене, он увидел Надежду Ивановну Забеллу. Тут же он был представлен. Татьяна Спиридоновна Люботович сказала: «Это Врубель, наш художник, он очень экспансивный, но очень порядочный человек». И Врубель тут же делает предложение Забелле. Надежда Ивановна очень скоро, практически мгновенно согласилась. Поставила только одно условие. Врубель должен был исполнить ее портрет, чтобы ей понравился. Портрет Врубель исполнил двойной. Люботович и Забелла в роли Гензеля и Гретель. Врубель исполнил 3 портрета. 3-й находится в Минском музее, живописный вариант. Мы не знаем, какой из портретов решил судьбу художника, но менее чем через полгода произошло венчание. Вопрос, который волнует всех. Насколько хороша в жизни, вообще насколько прекрасна была Забелла, насколько она была красива. Впечатления очень разные, воспоминания очень разные. Сама Забелла, понимая некоторую необычность своей внешности, писала: «Моя внешность скорее подходит для изображения фантастических персонажей». А ее сестра Екатерина Ге писала: «Говорят, что Врубель выдумал красоту моей сестры. Это странно. Мне кажется, что он скорее подчеркивал ее недостатки». Врубель действительно режиссировал образ Забеллы. Он исполнил более 30 ее портретов, каждый раз подбирая и платье, и антураж. Он был первым имиджмейкером и первым художником-модельером. В театре наряды Забеллы не просто делались по рисунку Врубеля. Он каждый раз перед выходом на сцену одевал ее и выводил на сцену. Он был ее личным костюмером и гримером. В жизни он также придумывал все ее наряды. Они были экстравагантны, естественно, потому что Врубель прежде всего думал о том, что он будет их изображать в портретах. Фантастический, похожий на цветок, туалет в стиле ампир, в котором Надежда Ивановна Забелла изображена за моей спиной, и ее превращают в цветок. Врубель не просто создавал наряды для Забеллы Врубель, он придумывал невероятные фоны для ее портретов. То он изобразит ее на фоне 32 березок, то на фоне кисейной занавески, то на фоне обоев, то на фоне горящего камина. И вот самое главное на фоне – это куст сирени, который является фоном для портрета Забеллы Врубель. Врубель очень хорошо подготовился к созданию этого шедевра. Он купил фотоаппарат, пригласил фотографа, и Забелла Врубель была запечатлена в белом платье, стоящей на фоне куста сирени. Потом Врубель, как всегда бывало, увлекся изображением вот этого невероятного развивающегося цветения, саморазвитием живописи, и совершенно забыл о том, что это портрет. Он оставил фигуру недописанной, незавершенной. А как вершина развития живописи, живописной материи, появляется женская голова. Или не женская. Появляется голова, похожая на демона. Исследователи по-разному трактуют эту голову как душа сирени, душа живописи. Но современники видели в этой голове врубелевского демона. Об этом писал Василий Розанов в своей заметке рецензии на выставку «Мир искусства» 1903 года, где была показана врубелевская сирень. Он писал: «Тема демона очень занимает Врубеля. Каждый год на выставке он являет нам по демону. И вот на этой выставке его демон вылезает из куста сирени». О том, что современники воспринимали эту голову именно как голову демона, говорит и ее дальнейшая судьба. Купивший картину Иван Абрамович Морозов заложил верхнюю часть картины. Видите, в ее верхней части есть сгиб.
голова демона ушла. Врубель сделал новый подрамник, раму, и до 1955 года сирень существовала в таком виде, без этой головы. И лишь к выставке к столетию в 1956 году к картине был возвращен ее первоначальный вид и первоначальный смысл, потому что в сиренях Врубель нашел свой удивительный тон – лиловый сумрак ночи. Сиреней Врубель написал две. Одну в 900-м, вторую в 901 году. Обе были написаны на хуторе Ге в Черниговской губернии. Когда римский Корсаков упрекал Врубеля, что же, не понимаю я художника, второй год все сирени да сирени, Врубель отвечал ему также в письме: «Моя первая сирень 900 года относится к моей второй сирени как эскиз». То есть одна абсолютно совершенная работа относится к другой потрясающей работе как эскиз. Эта ситуация очень напоминает нам ситуацию с демоном. Это опять две работы, которые представляют собой фазы развития замысла. И когда в ответ на укоры о слишком большом увлечении сиренью Врубель отвечал: «Когда-нибудь, подождите, я еще напишу свою сирень зеленой краской». Сейчас, по мере приближения к первой сирени, это особенно очевидно, мы видим, как лиловый издалека цвет сиреневый при приближении к холсту начинает разлагаться на различные цвета. То есть итоговый сиреневый цвет оптически складывается в нашем глазу, как в мозаике. Эта сирень написана с преобладанием голубого тона, той самой берлинской лазури, которую Врубель использует и в «Демоне сидящем», и особенно в «Демоне поверженном». Александр Бенуа писал: «Врубель одинаково хорош в живописи, в графике, в скульптуре и в том, что у нас стыдливо называется художественной промышленностью». Врубель действительно очень легко переходил от одной техники к другой, от одного вида искусства к другому. Работа над некоторыми темами превращалась в такой синтетический проект, включавший в себя все виды искусства. Так Врубель создает театральные костюмы для своей жены, например, для образов Волховы. Тут же он создает станковую композицию по мотивам Садко «Царевна Волхова, убегающая от морского царя». В это же время он создает целую серию майолик на тему Садко. Они большей частью портретны. Волхова, в ней узнается Забелла, Садко, в нем узнаются черты исполнителя роли Садко и тот костюмчик, который Врубель для него сделал. И, конечно же, морской царь словно сходит в майолику, воплощаясь уже в трехмерной форме с его композицией «Прощание морской царевны». Но это еще не все. Если композицию морской царевны сложить кольцом, получается майоликовое блюдо, в котором Врубель разыгрывает ту же самую сцену. По нижнему краю блюда плывут морские царевны, где-то притаился Садко, играющий на гусельках, ну а в центре маска морского царя, которая узнается по майолике Врубеля. Та же судьба постигла и композицию Микула Селенинович. Сначала Врубель ее воплотил в огромном панно для Нижегородской ярмарки. Потом композицию этого панно он вписал в причудливую декоративную оправу камина, создав майоликовое панно на ту же тему, использовав ту же композицию. Камин Микула Селенинович. Именно в области этой художественной промышленности Врубель достиг триумфа при жизни. Майоликовый камин Микула Селенинович и фигуринки майоликовые, статуэтки, были награждены золотой медалью Всемирной выставки в Париже. Камин
который был показан на этой выставке, до сих пор находится во Франции и хранится в городе Лиле. А одну из майоликовых фигуринок, правда, чуть позже, уже с Венской выставки, золотого Леля Врубелевского, купил Густав Климт. И она долгие годы, эта статуэтка, находилась в его кабинете, в его библиотеке точнее. Камин за моей спиной, Микула Селенинович, из собрания Третьяковской галереи, происходит из дома помощника Мамонтова, Кривошеина, который находится на Садовой улице. Всего несколько дней было дано Третьяковской галерее для того, чтобы эвакуировать этот камин, когда происходил ремонт этого здания, и оно подготавливалось для организации в нем посольства. Камин, на счастье Третьяковской галереи, состоит из отдельных частей. Это пазлы, которые очень плотно подогнаны друг к другу. И вот эти изысканнейшие линии, контурные, которые и обозначают фигуры, и одновременно являются границами вот этих форм, благодаря чему можно было разобрать камин. Уже после Врубель вырезает левую, за моей спиной левую часть композиции, богатыря на коне, и использует ее для своего огромного панно «Богатырь». Ничего не пропадало. Все образы получали развитие, складывались лейтмотивы. Мы опять возвращаемся к разговору о системе лейтмотивов, которая пронизывает врубелевское наследие. Изнуренный борьбой со своей картиной «Демон поверженный», Врубель погружается в стихию безумия. Пройдя через чистилище клиник для душевнобольных, Врубель выстраивает заново свои отношения с миром, свои отношения с действительностью. Он заново начинает рисовать с натуры. Во всех клиниках Врубель ни на минуту не прекращал своего профессионального тренинга. Он изрисовал 1000 листов бумаги, и, может быть, именно это становится причиной его нескольких возрождений. Наверное, страшно это звучит, если я скажу, что Врубелю очень повезло с психиатрами. Все 3 врача, которые наблюдали, лечили его, понимали его величие как художника. И они воспринимали его сумасшествие не как безумие, и не столько как болезнь, но как форму художественного инакомыслия. Как будто бы освобожденный от пут своего времени, от влияния каких-то временных факторов, художник прозревает будущее и предвидит все эксперименты с формой, которые случатся в XX веке. На выставке мы показываем ритм жизни художника, смену его состояний, в которой тяжелые периоды сменялись просветлениями и менялся стиль рисунка художника. Самой страшной была первая больница Саввея Могилевича, где Врубель создал рисунки синим и цветными карандашами. Вторая больница – это университетская клиника, в которой работал профессор Сербский. Ее рисунки кажутся практически академическими, как написал кто-то из современных журналистов. Конечно, это очень далеко от академизма. Твердость руки художника, есть ли она? Рука художника, как написал один из исследователей, подобна сейсмографу, которая фиксирует состояние самого художника. Это не просто портреты санитаров или пациентов клиники, это портреты самого Врубеля. Психиатры, которые встретили Врубеля на своем пути, они были, конечно, поражены масштабом его личности. Они сохранили рисунки Врубеля. И не просто сохранили, они их музеифицировали и передали в Третьяковскую галерею и в Русский музей. Именно благодаря им сохранен бесконечно выразительный период в жизни и творчестве Врубеля, который на этой выставке мы и показываем. И нам кажется, что наше время такое агрессивное, но все-таки стремящееся к толерантности, сможет воспринять эти рисунки Врубеля как величайшие произведения искусства. История создания этого большого, исполненного пастелью портрета, одного из последних шедевров Врубеля, удивительна.
Дело в том, что Врубель в Петербурге почти что не выходил из своего дома. Изабелла концертировала, пела, она возвращалась домой, и вот это платье, которое сброшено ею после концерта, которое отдыхает на стуле, чрезвычайно интересовало художника. Это, по сути, портрет платья. Ведь мы знаем, что Врубель делал все наряды для своей жены, и это платье – его шедевр. Оно было исполнено из разноцветных, полупрозрачных шелков. И вот именно это платье, лежащее на кресле прихотливыми складками, было моделью художника. И он облюбовывал, рисовал это платье в течение нескольких сеансов. А на выставке представлен рисунок, этюд, самый первый этого платья, и второй этюд, тоже исполненный углем только и карандашом, на котором мы видим, что Врубель приклеивает к лежащему куску материи голову, превращая его тем самым в эскиз для будущего портрета. Но и в будущем большом портрете Изабеллы Врубель в платье, сочиненном по замыслу художника, такое авторское название портрета, мы видим следы нечеткого монтажа. Врубеля совершенно не заботило, насколько анатомически точно приделаны к этому платью руки, голова, ноги Изабеллы. Вот монтаж ощущается, потому что главное в этом портрете, конечно же, само платье, сумрачные переливы, как писал Маковский, этого дорогого шелка. Платье имело над Врубелем мистическую власть. Оно стало частью его ритуала прощания с Петербургом. Врубель, почувствовав приближение нового приступа болезни, собрал всех, кто ему был дорог в этом городе, попросил приехать в Панаевский театр, туда, где он впервые услышал голос Забеллы. Он попросил Забеллу приехать в театр в этом концертном наряде, платье, сочиненном по замыслу художника. Когда все собрались, Врубель простился, и приехавший, вызванный им специально для этого профессор Усольцев, психиатр, увез его в Москву. Осенью 1904 года кто-то, по одной версии Волошин, по другой версии тесть, отец Забеллы, подарил Врубелю жемчужную раковину в качестве пепельницы. Но для Врубеля эта раковина стала настоящей моделью. С нее Врубель делает около 30 рисунков. На нашей выставке вы можете увидеть эти рисунки впервые в таком объеме, в таком количестве, потому что специально построенное помещение, пространство позволяет увидеть рисунки с двух сторон. Большинство этих листов двустороннее. Врубель ставит перед собой очень сложную задачу. Большинство этюдов исполнено им карандашом, углем, черной пастелью, то есть без применения цвета. Врубель говорил, цвет не нужен для передачи колористики раковины, для перелива ее цветов. Я могу все сделать только углем и карандашом. И когда-нибудь зритель научится видеть в черном и белом цвет, так как вижу сейчас я. Из всех этюдов раковин, из всех рисунков на эту тему, цветных всего 3. Главное из них и первое – жемчужина. В ее создании Врубель словно похищает у самой природы метод формовки раковины, метод украшения поверхности различными слоями, наслаивающимися пленками перламутра. Подобно тому, как природа выстилает поверхность раковины, Врубель выклеивает свою раковину слоями, многими слоями разноокрашенных кусочков бумаги. Он создает объем, и Врубель как бы вступает в изображение раковины, соревнования с самой природой. И поэтому совершенно не случайно появление автопортрета Врубеля с раковиной. Это классическая схема европейского автопортрета, где художник держит в руке палитру, символ его творческого могущества. Врубель держит в руке не палитру, а раковину. Именно она стала символом его художественного могущества. На этом же портрете мы видим хрустального лебедя. Это символ художественного триумфа Надежды Ивановны Забеллы. Воспоминания о ее лучшей роли, о роли
царевны-лебедь в опере «Царь-Салтан». «Шестикрылый Серафим» – последнее живописное произведение Врубеля. До этого несколько лет он не брал в руки кисть, он отказывался от масляных красок не только по медицинским соображениям, потому что их не давали в лечебницах, но он отказывался от цвета и сам. Он ставил перед собой очень сложные задачи – изобразить переливы перламутра, изобразить многообразие мира только черным и белым. Как будто вся эта аскеза черно-белого рисования, все это чистилище клиник для душевнобольных нужны были для того, чтобы Врубель смог собрать все силы, аккумулировать цвет для того, чтобы вспыхнул, как феерия, этот шестикрылый Серафим. Появление этого произведения, написанного в лечебнице под наблюдением врачей, поразило современников. Бенуа писал: невозможно поверить в то, что это произведение создано между приступами болезни. И современники воспринимали эту картину и как воскресшего демона, потому что, конечно, здесь узнаются черты демона. В лике Серафима угадываются черты Забеллы Врубель, те черты, которыми художник наделял всех своих поздних Серафимов. Наконец, это произведение было воспринято и как символ возрождения самого художника, вернувшегося к живописи. И действительно, вряд ли найдется что-либо прекраснее этого творения в русском искусстве. Но мы-то с вами знаем, что Врубель закольцовывает свою жизнь, он мысленно возвращается к самой первой своей работе живописной, к архангелам собора Святой Софии. Именно их поза вспоминается здесь, в композиции этой картины. Именно мозаики собора Святой Софии вспоминаются, когда мы смотрим на фантастическую фактуру, красочное решение этого произведения. Но если там, в киевских мозаиках, Врубель имитировал смальту, и каждый кусочек поверхности был раскрашен локально, то здесь, в каждом кусочке, в каждом модуле этого творения, как в «Матрице», есть информация об общем, потому что Врубель, работая мастихином, он подгружает с палитры соседние тона, и весь цвет, сияющая феерия этого произведения есть в каждом сантиметре его полотна. И, возможно, именно перед этой картиной на выставке 1906 года в Париже, организованной Сергеем Дягилевым, стоял маленький коренастый человек – Пабло Пикассо. Можно верить или не верить художнику Судейкину, его воспоминаниям, хотя он был свидетелем этой выставки. Именно он наклеивал на стены фрагменты больших врубелевских панно. Тогда еще Судейкин вместе с Ларионовым были молодыми художниками и помогали Дягилеву в организации этой выставки, были монтажниками выставки. Ясно одно – Врубель – тот художник, который предчувствует все эксперименты с формой XX века. Он предвидит XX век. Именно об этом, о Врубеле, художнике вне времени или художнике на все времена, наша выставка.